Всем привет, это не местные. Константин и Аделина. И сегодня мы берем вас с нами прогуляться по самому знаменитому парку цветов, наверное, даже уже в мире, Miracle Garden. А еще заглянем в гости к кому? К бабочкам. Очень красиво здесь. Ну, в общем, забегая вперед, скажу, что будет очень много цветов. Они все шикарные, потрясающие. И солнце, и чистое небо над головой. В общем, выпуск будет красивым и интересным. А сюда мы приехали на автобусе 105, который идет от торгового центра Mall of Emirates. Мы прошли в одну из касс, где продавался только один вид билета в Miracle Garden, именно в сад чудес, сад цветов. Но наш совет, наша рекомендация – это купить сразу два билета комбо, потому что здесь мы можем посетить не только Miracle Garden, но еще и сад бабочек. И вот если покупать эти билеты вместе, то получается выгодней. И один билет на человека стоит 130 дирхам. 260 дирхам на двоих получилось у нас. Очереди, конечно, везде большие. Сначала очередь в кассу, затем очередь, чтобы пройти непосредственно сам сад. Давайте пройдем и посмотрим, почему такой ажиотаж. Я хотел бы добавить, что вам, возможно, даже не придется в очереди стоять, если вы онлайн купите билеты. Да. Есть такая функция, заходите на сайт Miracle Garden. Мы вам прикрепим ссылочку в описании к видео, сайт для покупки официальный. Да, это не реклама никакая, просто там можно было сделать, но мы вот поздно уже об этом узнали и не стали. Ну, постояли очередь, ладно, минут 15-20, а вообще там даже скидка будет вам. Сколько я не помню, дирхам 10 примерно скидка. Да. Вообще Miracle Garden – это цветочный сад площадью 72 тысячи квадратных метров, представляете? Здесь растения, цветы, привезенные вообще со всего мира. Пока мы идем по одной вот основной, наверное, тропинке, дорожке, где с правой стороны какие-то кафе, торговые ряды, что-то можно купить. Очень сильные запахи с различных благовоний, палочки. Какие-то еще предлагают полоски с духами, чтобы купить. А с левой стороны мы видим с левой стороны непосредственно сам сад, куда можно углубиться. Но мы пока идем по периметру. Тут, наверное, очень красиво ночью, если есть подсветка. Там тоже мы смотрим, видим, что хот-доги, Баскин-Роббинс. В общем, все встроено, чтобы можно было перекусить. Все в цветочном оформлении, вообще абсолютно все. И мы понимаем, что это все натуральное, скорее всего, да? Да, очень сильный запах здесь. Здесь, где клумба, везде сильный запах стоит. Я хочу вам напомнить еще раз, что это пустыня. Это все находится в пустыне, в песках. И теперь здесь сад чудес, который утопает в зелени и в цветах. Удивительно. То есть Эмираты, да, сумели построить на пустыне большой город, который привлекает инвестиции, мощнейшие инвестиции, крупнейшие, наверное, одни из крупнейших в мире. И все это построили на песках. Ну, понятно, что здесь нефть есть. И тут какой-то потрясающий оазис мы нашли. Смотрите, какой классный, огромный замок, весь из цветов, и там водопадик, он выливается в речку. Прозрачная вода, да? Да, вообще вся вот эта красота была открыта в 2013 году. По сути, он функционирует уже 10 лет, но работает сад не круглогодично, он не работает в самый жаркий сезон. Многие, может быть, не знают, но в Дубае не всегда
комфортная, не для всех, вернее, не всегда комфортная погода. Например, вот сейчас декабрь, январь считаются самыми холодными месяцами, но температура здесь опускается до 23-22 градусов днем, ночью она может опуститься и до плюс 11. Но на самом деле днем ощущается это комфортно. Но начиная с мая и, наверное, по сентябрь, по октябрь температура здесь повышается до плюс 40 и выше градусов. Быстрее смотрим, какие еще у нас здесь есть клумбы. Они все похожие, одинаковые практически. Но все живые цветы. Один из главных объектов здесь – это самолет. Представляете, самолет в цветах. На самом деле это макет в реальную величину самолета Emirates Airlines. Заметил, что здесь очень много таких вот арок в виде сердечка. Проход, аллея такая здесь, вот смотрите, здесь тоже рядом, и вон там тоже. Очень много это все любят делать. Ну, это такие красивые места, где можно фоткаться. И вон там в конце, например, видим турбину самолета. И вот здесь вторая турбина. Ну да, классно смотрится. Emirates надпись. И это все цветы, представляете? А вот сейчас мы находимся под самым крылом самолета этого огромного. Ну, в масштабе, думаю, да, он 1 к 1. Ну, такой же огромный, большой. Это и есть, наверное, точная копия. Ну, короче, везде здесь едят, везде кушают, везде все для того, чтобы поесть. Как будто бы люди, не знаю, умрут без еды за эти час. Прям культ еды, да. Что здесь, что в Таиланде тоже я заметил. Везде абсолютно. Ну и цветов тоже много. Они все очень пахнут. Кто бы хотел здесь жить, в этом цветочном доме, королевстве, поставьте лайк, напишите почему. Я бы не хотел, наверное. Просто буйство красок. Большое количество растений. Я думала, что возле самолета самое большое количество людей. Нет, я ошибалась. Больше всего людей возле этого замка. Они поднимаются наверх, но, может быть, там что-то еще есть. Но очень красивыми и яркими. Посмотрите. Здесь являются вот такие вот часы из цветов. Они показывают реальное время, и это классно. Итак, поднимаемся по этой лестнице. Ну, здесь, конечно, ступеньки обычные, здесь не трава, как мы видим. Здесь цветочки. О, какой вид здесь шикарно открывается, смотрите. Слон, посмотрите на этого слона. Крепость. Ну и вот тут масштаб виден. Как это все выглядит. Я думаю, примерно 1/3 часть. Идемте дальше. Мы видим, опять же, корабль воздушный. Меня больше всего удивляет, как там растения растут, вот прям на вертикальных поверхностях, смотрите. Они прям там развиваются, колышутся. Как они там вообще себя чувствуют? Как их там посадили? Но в целом, да, такие масштабы, не знаю, где я нигде не видел больше в мире, чтобы было столько цветов. Ну что, мы вот только что там были, и сейчас поднимаемся по лестнице еще выше. Я не знаю, куда там еще выше подниматься, но там музыка. Мне кажется, там кафе какое-нибудь. Сейчас посмотрим. Кафе может быть, да. Мы рядом с большой пальмой. Очень много здесь людей. Индийская музыка играет очень громко. Ну и здесь, да, кафешка все-таки есть с мороженым. Смотрите.
так, веселье, да, настроение у всех хорошее. Если Удивление. есть на свете рай, то это Miracle Garden Дубай. Да не, Ну, зато складно получилось. это Боржоми. Это Miracle Garden Дубай. Кто не смотрел наш Рай выпуск про Боржоми, Дубай. сейчас здесь будет ссылка. Вот здесь будет Это ссылка. фраза оттуда, это мы не сами ее придумали. Эта фраза, сказанная в этом выпуске не нами. Посмотрите и узнаете, кто это сказал. И прав ли он. Ну да, разные вот здесь инсталляции. Вообще очень красиво. Здесь как арена. Смотрите. Как будто мы сейчас на арене ходим, на сцене на самой. Здесь люди просто сидят, отдыхают и фоткают, смотрят. Вон там лампа Аладдина, я вижу. Там остальные какие-то девушки тоже, другие. Вообще много-много инсталляций. Все хочется пофоткать, хочется сфотографироваться вместе. Везде с цветами. Кто любит цветы, ставьте лайк. И напишите, хотели бы здесь побывать. Вообще вот вас впечатляет. Сегодня вообще классная погода, я смотрю. Вот солнце и небо синее. Вчера только было пасмурно. Да, в Дубае такое тоже бывает. И солнца не было, ну практически не было его. А сегодня все-таки синее небо, за счет этого и краски еще более ярче. Мы что-то еще новое нашли. Здесь какой-то новый вход в отдельную локацию. Это секретную. играют в гольф здесь, представляете? Что это? Играют в гольф. Играет в гольф где? Вот, люди. А, это мини-гольф, да, смотрите. Такие поля здесь. Ну, мини-гольф меня лично вообще не интересует. Мы идем туда. Мне хочется посмотреть, как играют большой гольф, там, где вот на десятки, сотни метров. Ну что, очень большая территория, оказывается. Я думал, что Естественно. гораздо проще все. Нет, тут каждая инсталляция, все создано для того, чтобы останавливаться, фотографироваться. Подсолнухи или что такое, это герберы точнее. Здесь небольшой выбор цветов, да? Да, цветов не так много, просто их разнообразие именно цветовое. Очень много фоткаются. Я не знаю, вот если в минуту посчитать, через сколько фотографов мы проходим, через сколько снимков. Здесь, наверное, самое инстаграмное место вообще в Дубае возможно. Нет, самое инстаграмное, наверное, Бурдж-Халифа все-таки. Но здесь тоже столько вот селфи-палками ходят, смотрите. Мне кажется, если телефон отобрать у всех, все бы ушли тут же. Потому что почему-то все думают, что лучше сфоткаться. Аделина очень хочет посмотреть на девушку с волосами из цветов. Да? Да. Но мы обошли вот, наверное, 90% парк, мы ее не нашли. Я надеюсь, что ее не демонтировали. Есть еще один шанс найти ее А ты потом. сейчас гриб, из волос которого растет крепость. Опять он это делает. Да, я ведь не вижу. Но Когда будешь монтировать, увидишь. Ну что, а вот эти грибы. Мы заговорили про них, вон они. Видите? Шляпки от грибов торчат. А вот еще один гриб идет. Очередная арка. Ой, здесь фоткаются все. Вот скажите, кто проходит мимо места, где фотографируются, вы испытываете неловкость? Типа того, что вы же помешаете, а тут на каждом шагу и так вот ходишь, бегаешь, припрыгиваешь, как будто бы ты не должен обращать на внимание, но хочется, чтобы люди фотографировались, чтобы твои пол лица вот так вот там не были все-таки, да? ну, вы знаете, это, наверное, правила приличия действуют там, где единичные кадры. Когда ты не можешь пройти, у тебя нет другой дороги, просто везде фотографируются. Просто Ну, нужно идти, простите. не обращать внимания. Да. Да. Ну тут да, тут если идти и каждого ждать, пока он сфоткается, то можно вообще застрять на несколько часов до вечера. Но мы почему-то уже на выходе, неужели мы не будем смотреть, искать девушку с цветами? Нет, идем дальше. А, тут можно приобрести, смотрите, венки. Аделина предложила зайти в царство грибов. Она здесь хорошо будет вписываться. Так это все красиво, блин. Вот попасть сюда ребенком, мне кажется, это вообще сказка. Так здесь здорово, так много разных героев мультяшных. Даже взрослым интересно, что говорить про детей.
В общем, мы еще здесь обнаружили, точнее узнали, что девушка с цветами, с волосами в виде цветов находится около смурфиков где-то. Аделина увидела скриншот. И вот видите, там смурфики. Мы сейчас ищем этих смурфиков. Аделина, Я не какой из знаю. тебя сыщик? Хороший или плохой? Я нашла ориентир смурфики, Смурфики, да. думала я. А оказалось, что смурфики здесь много смурфиков. повсюду. По всему парку здесь смурфики. А почему мы сейчас ушли от смурфиков? Давай вернемся Давай к ним. спросим у Давай. сотрудников. Hello, excuse me, where is this? А, finish. Thank you. В общем, мы только что узнали, что, оказывается, девушка скончалась. Закончилась девушка. Да? Вот такая должна была быть девушка. Ну ничего страшного на самом деле, зато здесь очень много других фигур. Зато в поисках мы обошли вообще весь парк, каждый его уголок. И благодаря этому показали вам его вот настолько, насколько можно было показать. Ставьте свои реакции, пишите, как вам парк, хотели бы вы сюда попасть, сами приехать. А почему ты заканчиваешь уже? Мы же не заканчиваем, у нас следующая остановка это парк бабочек, сад бабочек, Фигура закончилась. да? Фигуры? А мы вышли из Miracle Garden. И нет, мы не едем обратно в отель. Мы идем в Butterfly Park, Butterfly Garden, сад бабочек. Он находится на противоположной стороне. То есть вы выходите из цветочного сада, обходите его с левой стороны, переходите дорогу. Вот если честно, я здесь даже не вижу обозначений. Но пользуйтесь картами. Какая На машина крутая, картах смотри, правильный смотри. маршрут. Вообще Дубай это город красивых, дорогих машин. Что это за машина? Как вы думаете? Бэтмен, мне кажется, приехал. Бэтмобиль? Да. И вот здесь мы видим вход в парк бабочек. Ну, конечно, вот она, большая бабочка. Так как билеты были нами куплены заранее, вот в эту кассу мы не стоим. Константин, доставай билеты, они у тебя в Сколько у маленьком нас кармане. стоит отдельно-то? Отдельно, не знаю, сколько стоит отдельно, мы взяли со скидкой. Я надеюсь, там не такие бабочки будут. Давай, давай. Так, мы проводим. Открывается. Пластиковые листья, крылья бабочки. Люди уже уставшие после парка цветов пришли сюда. Энтузиазма, я думаю, уже поменьше, но должно быть очень красиво. Так, пока ничего не напоминает здесь. Ага, всем известная сеть. Бабочек пока не видно. А это похоже какой-то музей или выставка? Что-то из бабочек. Блин, ну вот. Это засушенные, короче, бабочки. Я думаю, они живые раньше были. Это такой гербарий из бабочек. Вот из их крыльев сделаны портреты правителей. Здесь очень много. Я такое не люблю, если честно, поэтому... Я тоже пока не вижу никакого интереса. Это просто картина, ну да, из крыльев бабочек. И что? Я надеюсь, эти бабочки умерли своей естественной смертью. Везде таблички, что нельзя проносить с собой Еду. И я думаю, кормить бабочек, я тоже думаю, вы понимаете, что здесь не надо кормить бабочек. А чем ты будешь их кормить-то? Гамбургером, вот там написано же нарисовано. О, а здесь я прям чувствую царство, бабочковое царство. Ну что, пока я не вижу. Это все бабочки, смотрел, да? Да, поэтому тут все закрыто, чтобы они, видимо, не разлетались. Для контакта с бабочками. Такой павильончик. Ой. Сел на меня, смотри. Я цветочек. Тебе что ли? понравился. Я цветочек. Но она огромная, конечно. Ну что, вот. А мне так ходить интересно или что? Ну, ходи Круто так. же, да? Она тоже хочет с тобой прогуляться. Да. А выпустят здесь?
А, это второй павильон, да? Ой, тут их вообще много. Вот, тут я понимаю. Прям для них условия созданы просто потрясающие. Они такие прям воздушные, да? Порхают. Вот говорят, что порхай, как бабочка. Так легко-легко. Там рыбки. О, на плечо села бабочка. Наверное, совершенно. Смотрите, как они здесь спрятались. Вот они. Они спят, наверное, да. Видите их, да? Бабочки здесь. В общем, вот такой дендрарий с бабочками. Наверху тоже, смотрите, под крышей. Порхает много бабочек. Идем дальше. Такие дорожки здесь. Влажно здесь, конечно. Влажность специально здесь создана для того, чтобы бабочки чувствовали себя как дома. Здесь путь на зону третью. К зону третью. Что нас там ожидает? Здесь строение бабочки. Кто не знал. У нас вообще очень полезные выпуски. Ботаника. Да, в третью зону заходим. Но здесь больше воды. Воды. Попугаи, но они не живые. Это инсталляция. Вот, да, такой попугай. Течет ручей. Да, бабочки здесь везде. Смотрите. Вот, например, сидит бабочка. Желтые, синие, черные. Кого только здесь нет. Очень много бабочек. Тут они отдыхают, бабочки. Сидят. Очень много цветов, да. В общем, погуляйте, есть где. Кто любит бабочек, тут для вас самое классное место. Приходите, читаете, и смотрите. Здесь много информации про бабочек, где они обитают. Анатомия бабочек. Ну и в целом такие места есть, где вы можете прямо приблизиться к ним. А мы идем дальше. Вот здесь вот зона 4 дальше. Указатель. Знаете, здесь очень хорошо, что мне нравится. Здесь сделали разделение на зоны. Очень правильное, очень аккуратное. При таком количестве людей мы здесь особо не толпимся. И нет такого, что все хватают бабочек. Очень аккуратно и с заботой о них. А мне нравится, что здесь можно не торопиться, спокойно так идти, никто тебя не толкает. Спокойно можешь остановиться, пофотографировать, например, вот здесь вот кого-нибудь. Пойти дальше. Final Zone, да, последняя зона, нам сказали. Здесь различные такие есть рамки, где можно сфоткаться. И бабочка. Прямо вот подо мной бабочка порхает. Красивая, синяя. Меня опять любят бабочки, похоже, да? Села на меня. Ну, в общем, здесь, да, много бабочек. Здесь большая концентрация их. И такие они синие, большие. Здесь прям очень много их. Ну, в общем, это место, как мне кажется, для меня оно стоит посещения однозначно. Это классный, интересный парк. Это будет развлечением не только для детей, но также для взрослых, где еще мы увидим столько красивых, необычных бабочек. На этой веселой ноте мы, наверное, закончим этот выпуск. Если вам он понравился, поставьте лайк. Мы стараемся, чтобы выпуски были информативные. Напишите, что еще снять нам из Дубая, из Эмиратов. Я думаю, мы это сделаем.